Йоу, друзья, всем привет! Сегодня снова с вами я, Петр Саранча, Helium. И сегодня мы с вами начнем разбирать новую, не знаю, как ее назвать, новую технику, вакуумную, вакуумную, воздушную технику. Не знаю, как она называется. В общем, звучит она вот так. Почему я называю эту технику воздушной техникой или вакуумной техникой? Потому что здесь все построено на дыхании, вдохе, выдохе и колебания языком. Колебания языком создаются с помощью создания вакуума во рту. И плотность звучания достигается именно тем, что вы правильно создаете вот этот вакуум. Также хочу добавить, что когда я научился делать эту технику, это было года 3 назад, для меня это было просто открытием, огромным открытием, потому что эта техника очень круто и мощно звучит в микрофон. С помощью этой техники можно просто уничтожать сцену, просто взрывать, особенно если хорошо настроен звук, если хорошая аудиосистема. Именно поэтому эта техника, она так популярна в последние несколько лет среди битбоксеров. И лично мне она прямо очень-очень нравится. Я до сих пор пытаюсь ее как-то развить, усовершенствовать, что-то в нее добавить. Также хочу отметить, что большинство битбоксеров, ну, как мне кажется, делают эту технику с помощью звука слизера, вот этот. Мы его называем с друзьями звук закрывающейся крышки унитаза. Ну, я не знаю, как его еще назвать. Большинство битбоксеров делает эту технику с помощью вот этого звука, и это звучит как-то наподобие. Алексиньо делает свой драм энд бейс с помощью вот этой техники, именно с этим звуком. Вот, но я хочу сказать, что я делаю ее по-другому. Я не использую вот этот звук. Я делаю с помощью языка и верхних зубов. Мне кажется, что так она звучит мягче, ее так легче контролировать. Но это мое мнение, вы можете делать, как вам больше нравится. Сегодня я покажу вам самые-самые основы, чтобы вы могли начать тренировать эту технику. В основе этой техники лежит вот эта связка. В этой связке используются 3 звука. Первый звук — это буква F на выдохе из легких. Второй звук — это вдох в себя. Мы его с вами обозначим вот таким образом, чтобы вам легче было понимать. И третий, самый важный звук — это то самое колебание языком, которое создает всю вот эту мощь, весь вот этот объем звучания в микрофон. Ну, как я говорил, в случае с некоторыми битбоксерами это может быть вот этот звук. Но мы с вами будем использовать вот этот звук. Как его сделать? Вам нужно создать вакуум во рту. Представьте, что вы хотите кого-то поцеловать. В момент, когда вы хотите сделать поцелуй, у вас прежде создается такой вакуум, как бы отсутствие воздуха, и при этом вы как бы втягиваете в себя щеки, как бы в себя воздух, вбираете, собираете пространство во рту. Потом отпускаете, и у вас получается чмок. Тут то же самое, только вы ставите язык к верхним зубам и делаете все то же самое, как и поцелуй. То есть вы как бы напрягаете горлом. Чем мощнее вы выточите вот этот звук, тем объемнее у вас техника будет звучать в микрофон. Старайтесь вытаскивать язык, ну, как сказать, не нужно кончиком языка делать. Прямо вытаскивайте язык вот так. И тренируйте связку.
и вы будете человек-вентилятор. Когда вы выточите эту связку, начинайте делать самые простые биты. Давайте попробуем сделать вот этот бит. Можете его ускорить. Когда я вам показывал связку, здесь буква F делается на выдохе, как помните. Так вот, в бите, который я показал, базовые звуки, бочку, букву F и снейр, вы также делаете с выдохом, чтобы у вас оставалось место в легких для вдоха. То есть прямо так и делаете с выдохом. Если вы научитесь делать этот бит, по сути, вы можете сами придумывать разные вариации, десятки разных вариаций с подобной структурой. Например, или, допустим, такой бит. Они хоть и звучат по-разному, но делаются практически одинаково. Здесь все строится вот на этой связке, как я говорил. Все то, что я вам сейчас показал, по сути, это была самая база, основа вот этой техники. В следующем видеоуроке я покажу, как можно ее усовершенствовать, как можно сделать ее круче, быстрее, сложнее. Спасибо большое за просмотр. Спасибо вам за вашу поддержку. Она мне очень важна, потому что я хочу записать еще очень много видеоуроков. Я хочу поделиться с вами вообще всем, абсолютно всем, что умею делать сам. Хочу передать вам свой опыт, чтобы мой битбокс был полезен не только для меня, но и для вас. Поэтому пишите, задавайте вопросы. С вами скоро увидимся. Всем пока.